Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое за доверие и за то, что вы все пишете комментарии и реагируете на все сказанное нашими гостями. Сейчас со мной на связи Геннадий Владимирович Гудков, российский оппозиционный политик. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, всех приветствую. Желаю всем хорошего дня, вечера, ночи спокойной. Сейчас это актуально, я думаю. К сожалению, так. Ну, покой нам только снится, Геннадий Владимирович. Начать я хочу с публикаций в западных средствах массовой информации о реалистичном положении дел, и якобы Салливан Зеленскому на этой реалистичности сделал акцент с точки зрения переговоров с Российской Федерацией. Достаточно резонансная статья. Что вы о ней думаете? Могут быть вбросы, могут быть догадки. У меня, наверное, ко вторнику появится ясность по Европе. Почему? Потому что тут, в общем-то, будет такая возможность, по крайней мере, на уровне достаточно высоком европейских лидеров будет понятно, какая позиция. Но мне кажется, что вот я так просто логически рассуждаю. Вот идет война Вторая мировая. Гитлер ее начинает проигрывать. Проиграл битву под Сталинградом, пошли движения каких-то там советских войск, союзники готовятся открыть Второй фронт. Тут, предположим, звонит Черчилль Рузвельту или Рузвельт Сталину и говорит: слушай, давай попробуем еще поговорить все-таки с Гитлером последний раз. Ну, вроде он нормальный парень. Что там, ну, надо как-то все-таки, да, мир с ним заключить. И вот как вот это, или, например, Сталин позвонил бы Черчиллю. Ведь Британия вела войну с 1939 года против Гитлера и отказалась от самых выгоднейших условий, мы это знаем, которые были предложены ей. Британия получила от Гитлера предложение выйти из войны, лишь бы только, так сказать, сохранив все, но только чтобы она не вступала ни в какие коалиции. Что сказал Черчилль? Мы будем додавливать военного преступника до конца. И вот сейчас, если предложить Украине, которая начинает одерживать победу, благодаря тому, что она перетерпела за счет своего мужества, героизма, особенно в первые месяцы, никто ведь не верил, ну, неправильно сказал, многие не верили, что Украина способна это сделать, правильно? Она сделала. Отдали жизни многие люди, воины, за то, чтобы это сбылось. Вот что они смогли это сделать, отстоять страну, остановить агрессора, дать ему отпор и стабилизировать ситуацию. Да, да, проиграли какую-то территорию, но все-таки остановили и не позволили установить марионеточное правительство в Киеве. Пошла помощь, пошла поддержка. Благодаря этой поддержке добилась Украина перелома в войне, начала побеждать, начала освобождать, начала деоккупировать. Уже на сегодняшний день, я так полагаю, что из 125 тысяч захваченных километров территорий, наверное, 1030, если не 40, освобождено. И вот в этот момент кто-то ей скажет: слушайте, ребята, вы молодцы, классно. А давайте теперь с Путиным поговорим. Все-таки что там? Ну, давайте как-то все-таки мириться. И вот я вот не понимаю, какая может быть реакция украинского народа, кроме того, что вы с ума сошли, ребята. Вы нам помогаете для того, чтобы мы победили, мы побеждаем, в этот момент вы говорите нам: а давайте договариваться. Это, в общем-то, конечно, на мой взгляд, нелогично, поэтому я что-то не очень верю, что кто-то на Западе всерьез, я вот, по крайней мере, в Европе этого не чувствую. Что там в Штатах, мне сложно сказать. Может быть, там знает Андрей Андреевич Пенковский ближе, там Андрей Николаевич Илларионов, который там, они все это ближе чувствуют, понимают. Но многие другие, там вот Юрий Швец, который дает хороший аналитический обзор и так далее. Надо у них вот спросить. Но я вот по Европе не чувствую, чтобы Европа была настроена, как бы так сказать, вот так уговаривать Украину в момент тогда, когда она начинает теснить противника и его побеждать, вступить в мирный переговор. Не вижу я этого. Мне кажется, этого нет. Геннадий Владимирович, нет или быть не может, или... Ну, не должно быть, это уж точно, совершенно не должно такого быть. А я хотел вот здесь, немного отклонившись, ваше мнение узнать. А вот этот последний разговор с Путиным,
У Он, кого? ну, Запада имеется в виду, последний разговор с Путиным. Как вы себе его представляете? На каких конкретных условиях? Ну, я примерно так, если Путин обратился бы, сказать, ребят, как мне выйти из ситуации, я ему сказал, ну что, сдавайся, мы тебе обеспечим личную безопасность, он хочет там на острове какой-нибудь маленьком, на Гавайской гряде, там неплохой климат, хорошие пляжи. Мы тебе обеспечим гарантии личной безопасности, давай приказ вывести все войска, завершить военную операцию, обменяться пленными, признать репарации, покаяться, и мы тебя это... И уйти от власти. И мы тебе даем гарантию личной безопасности, будешь жить на острове там с своими родными и близкими, кого ты там пожелаешь, Алину взять или не Алину. То твое дело, ты сам там решай. Ну, что-то наподобие, я вот так думаю. Это единственный шанс. Ведь никто с ним на других условиях разговаривать не будет. А какой смысл? Ну, вот я все время говорю, вот покажите на двадцатке сцену казни вот этой вот расправы, там, убийства, давайте говорить по своей, убийство, жесточайшее убийство, вот это Кувалды. И скажите, вот это лицо Путина. Это его Пригожин, это его подвижник, который создал вот этот сброд садистов, больных людей, палачей и прочих. Вы будете с ним разговаривать? Хотите с таким вести переговоры? Садитесь на стол переговоров, мы не будем. Вот на самом деле вот то, что они сейчас творят, это просто надо показать на двадцатке. И всем задать вопрос. Ребят, мы вас очень любим, уважаем. Спасибо вам огромное за поддержку. Ну, это не президент, предположим, Украины. А теперь посмотрите видео. И скажите нам, пожалуйста, а вы готовы с ними садиться за стол переговоров? Мы нет. Пока мы не выгоним их с своей территории, пока мы не сделаем то, мы с ними садиться за стол переговоров не будем. Может быть, это будут какие-то переговорные группы, посредники, потом, когда мы их всех вышвырнем. А вы нам в ходе этих переговоров дадите международные гарантии, а лучше примите нас в НАТО и примите нас в ЕС. И мы будем спокойно себя чувствовать дальше. Ну, я вот думаю, что это единственный, так сказать, вариант, который сейчас может быть выбран как стратегия поведения в данный момент в этой войне. Любые послабления Путин. Вот кто-то там говорил, Эрдоган, это не только сейчас эфир был другой. Эрдоган, говорит, будет звонить. Я забыл сказать, что что-то Эрдоган хлеб у Макрона отбивает. У нас по части звонков Макрон вообще-то специалист. Ну, он, правда, перестал сейчас, потому что не знаю, возобновит он свои телефонные задушевные разговоры с Путиным или нет. Но думаю, что этого нельзя делать. Любые разговоры, любые звонки, любые предложения, любые... То есть то, что мы считаем поведением цивилизованного культурного человека, Путин считает это трусостью, слабостью, и это дает ему только кураж. Вот мы должны понимать, что мы имеем дело с совершенно иным человеком, с иной головой, с иными представлениями. Вернее, у него уже нет никаких представлений ни о добре, ни о человечности, ни о там, любви к ближним. Там. Это человек, который одержим только одной звериной жаждой вот власти, удержания власти до бесконечности, и боится страшно, если он его потеряет, что его убьют. У него больше никаких других чувств уже не осталось, он все вытравил. Все эти там мораль, нравственность, это для него это химера. Поэтому вот надо вот и понимать, что там, кто ему звонит Эрдоган, ну что Эрдоган? Эрдоган звонит, потому что Путин, он нужен Путину. Не сколько Путин ему нужен, Эрдогану нужен Путин, вернее, Путину нужен Эрдоган, потому что другого вообще коммуникатора не осталось. А Эрдоган использует для того, чтобы играть свою игру в выборы. И не только выборы, усиление международного там, значения Турции, увеличение, решение каких-то вопросов. У него сегодня там теракт. Да, страшная трагедия, шахид. Страшная трагедия, да, и поэтому, конечно, если у него там во внутренней политике не очень получается, и лира падает, и нищета, ну, может, нищета, ну, да, бедность нарастает, и многие-многие другие вопросы в экономике появляются. Ну, хоть здесь, вот как он, лидер такой державы, которая там начинает становиться очень важной для всех своих соседей в Ближнем Востоке, на Кавказе, в Черном море и так далее. Ну, типа, вот это все делает Эрдоган. Я думаю, что это какая-то тоже игра, направленная на выборы 23 года. 23 год уже все. Скоро, через 1,5 месяца мы начнем отмечать наступление уже практически, да, так это будет, Нового года. Поэтому вот у Эрдогана своя игра.
Но Путину он нужен больше, чем чем Путин ему. Будет звонить. Да. Вы упомянули обмены. Большой скандал в Украине и там в российском сегменте, описывающих судьбу вагнеров и вагнеровцев. Вот этот вагнеровец нужен, которого обменяли, который давал интервью, видео было там с якобы его убийством, потом видео еще раньше было, где там он, собственно, противоправные действия совершал. Большой скандал, потому что Зеленскому вспомнили в организации ГУЛАГу.нет, в том числе вспомнили его слова о том, что вот если вы сдаетесь в плен, вас не обменяют без вашей воли. Ну и пошла, скажем так, вот эта история, что, возможно... А разве его обменяли? По-моему, его не обменяли. По-моему, его выкрали. Нужен. Оказался Пригожину нужен? С Пригожиным? Пригожин — это то, чего не хочет делать Путин сам, он поручает Пригожину. Пригожин — это очень для него полезный элемент, но, правда, Пригожин отражает его внутреннюю суть, самого Путина, который не брезгует ничем. Как говорится, цель оправдывает средства. Вот, поэтому Пригожин сейчас, как бы так сказать, является важной персоной в окружении Путина. Это такой типа палач, такой спецназ, неофициальный полубандитский, полуармейский спецназ, которому позволено очень многое. И мы видим, что они действуют вопреки всяким законам, правилам, международным конвенциям. И Путин на это не просто закрывает глаза, это его, в общем-то, устраивает. Поэтому я говорю, что надо показывать на двадцатке, надо показывать везде, что из себя представляет вагнеровское подразделение по своей сути. Показать вот эту казнь в Сирии, как они там убивали, расчленяли, отрезали. Показать вот эту вот казнь кувалдой. И если я правильно понимаю, вот мы начали говорить, прервалась связь, вот этого уголовника, который сдался в плен, давал показания в прессе, давал интервью, он же, по-моему, был похищен в бессознательном состоянии, доставлен туда, в Вагнер. Или я не прав? Ну, понимаете, сейчас просто очень много версий из-за медийности и скандала. Я не могу сказать, что вы не правы, но такая информация была, и она фигурировала. Ну, а что же, он сам добровольно решил пройти через этот ужас расправы? Я просто не понимаю, как он оказался там обратно, в Вагнере. Ну, как бы украинская сторона обменяла. Я не верю в это, что украинская страна могла его обменять. Ну, без его согласия, во всяком случае, без его просьбы. Либо он совсем дурак, либо я не знаю чего. Либо его обманули, сказали, давай, парень, мы тебя освободим, все, тебе простим. Ну, я не понимаю, нет, этого не могло быть, на мой взгляд. Если только он сам очень просился, но я не понимаю. Он тоже не может же человек просто умышленно идти на смерть, да еще на такую. Не понимаю. Я не понимаю эту ситуацию, пока не будет какой-то маломальский... Но если Украина вдруг обменял, ну это очень плохо. Это все, как бы так сказать, наносит удар по всей этой программе, переходить на нашу сторону. Но я думаю, что это не могло быть. Вот исходя из признаков нормальности, такого быть не могло, чтобы Украина в принудительном порядке обменяла человека, который дал интервью, рассказал, и его обменяли, потому что не знаю, чего. Я не могу придумать дальше. Угу. Как вы считаете, вот эта спецоперация, это точно информационная спецоперация, направленная на подрыв украинской стороны, как там гаранта соблюдения там, прав и свобод человека, подрыв авторитета Киева, на ваш взгляд, это вот поможет, ну, скажем так, на внутренней арене Кремлю? На внутренней им поможет, но ведь мы говорим о состоянии армии. Армия деморализована, она, в общем, готова побежать, сдаваться и так далее. Но когда она увидит эту казнь, а там доведут
до каждого бойца, то там, конечно, некоторые будут опасаться делать то и не будут верить. Ну, это, в общем, ничего хорошего. Если это удалась такая информационная провокация, то это плохо. Но я просто надеюсь, что будут даны исчерпывающие объяснения, каким образом человека, которого казнили самым зверским, варварским образом, каким образом человек оказался обратно в Вагнере. Геннадий Владимирович, мы говорим о состоянии морально-психологическом в российской армии. Вот просто на выходных разорвал интернет, российскую его часть, украинскую. Ролик, даже их было несколько, из Подмосковья, где как бы офицер общается с солдатами. И Я не видел. Еще хорошо посмотрел. это просто, на голову не налазит, потому что офицера не то что не уважают, унижают солдаты, говоря о том, что, мол, ты с нами в окопах сидеть не будешь, что мы будем ходить здесь строем, на войне тоже будем строем ходить. Это солдаты говорят Да. офицеры? Ну, что вы хотите? Я хотел бы вашу, скажем так, ваш диагноз, да, состояния больного российского общества. Ну, тут состояние, диагноз понятен, что общество больно. Больно тяжело. Некоторые, так сказать, вообще уже имеют тяжелейшее поражение головного мозга, я имею в виду пропаганду, которая каждый день сеет ненависть, вражду, рознь и так далее. Но если мы говорим о состоянии армии, то, конечно, там всякие вот сейчас разрушение идет всяких армейских традиций. Потому что, действительно, строем же не будут ходить. То есть нет авторитета. У офицеров нет авторитета. Нет авторитета перед своими подчиненными. Не уважают. То есть нет фигуры офицера как человека, который, как говорится, старший соратник по борьбе, по войне, который там заботится, обучает, который является авторитетом. То есть вообще никакого авторитета нет. Это очень плохо. То есть получается, это уже не армия, а сброд. Раз нет подчиненности, раз нет иерархии, раз офицерский состав не пользуется уважением и доверием своих подчиненных, но это не армия. Геннадий Владимирович, собственно, вы говорите пропаганда. Тут Скобеева разразилась тирадой о том, что у себя в передаче, в прямом эфире, о том, что как бы не такая уж и большая армия в Российской Федерации, и не готовы они были к такой большой войне. То есть начинают прозревать пропагандисты. Нет. Они могут играть. Пропагандисты, у них, понимаете, у них уже мосты сожжены. Я все время это шучу, говорю, что даже Сечин может привести Путина в Гаагу и получить гарантии личной безопасности. Даже Сечин. Или там, не знаю, Падушев, предположим. А у этих даже такой возможности нет. Им дороги назад нет. Ни Скобеевой, ни Соловьеву, ни Киселеву, там, ни всяким этим прочим, ни Маргарите Симонян, ни никому. У них нет дороги назад. Ну, теперь только вперед. А вперед они понимают, чем это закончится. Ну, в общем-то, мне их не жаль, они сами себе такую судьбу выбрали. Ну, все, они мосты сожгли. Им даже сдать некого в обмен на гарантии личной безопасности. Поэтому переобувайся, не перебывайся, меняй позицию, не меняй. Как говорится, поздно пить боржоми, когда почка отвалилась. Все, уже она не подлежит лечению. Геннадий Владимирович, я хочу получить от вас комментарий еще одному удивительному явлению, имя которому Поклонская, экс-прокурор Крыма, известная дама. Вот она публикует фотографию Аксенова и Стремоусова и пишет, что Аксенов заявил: «Пока я жив, Крым не сдадим». На что намекает Поклонская? Не знаю. Мне сложно сказать. Я что-то в последнее время ее потерял в публичном пространстве. И не знаю, какие трансформации с ней происходят. Она же, в общем-то, была так мягко удалена из публичного поля, из политики. Отправлена хрен знает куда, на Капо-Верде. По-моему, там что-то она не ужилась или не прижилась. Мне кажется, она не является там послом сейчас
в этом замечательном государстве. Вот. Поэтому мне сложно сказать, что она имела в виду. Я просто не понимаю, какие у них сейчас взгляды. Но я думаю, что она имеет свою точку зрения. Может быть, ошибается, может, не ошибается. Но мне кажется, что она все-таки более гораздо искренне и честная, чем все вот это вот мерзкая, там, единороссовская масса подхалимов или заблюдов. Не знаю, я не удивлюсь, если она когда-нибудь встанет перед оппозицией, будет критиковать путинский режим. Я бы не судил строго там тех людей, которые переходят на сторону добра, даже если у них в прошлом какие-то были взгляды, ну, понятно, иные, так, даже противоположные. Геннадий Владимирович, я просто еще хочу спросить у вас вот позицию или там позиционирование в последнее время фигуры Рогозина, который в военной форме на Донбассе отмечает свой новый позывной «Сармат», который якобы ему дали российские военные, говорит, что или мы, или они, что Украина, ну, скажем так, потерпит поражение рано или поздно, для России это экзистенциальная война. Почему его вытащили сейчас на свет Божий? Ну, вообще, сам по себе Рогозин, я же очень хорошо знаю, с ним работали в Думе не один срок. Сам по себе Рогозин был человеком довольно-таки ярким. Депутатом был ярким, очень не умеющим работать с прессой, за словом никогда в карман не лез. И вот хорошо получалось. И вообще, я думаю, что среди всей вот этой массы серых безликих деятелей, правителей России, Рогозин имеет еще тот вот опыт депутатской работы, он может чего-то сказать, он не боится камеры. И мне кажется, им просто вообще некого выпустить на политическую арену, на вот публичную, они его пускают, а он там рад стараться, так сказать, сам себя загнал в тот же самый капкан, в тот же самый угол, что и Путин. Мне, честно говоря, человечески обидно, что яркие, талантливые люди превращаются в то, что мы видим. Ну, я думаю, что у них просто нет никого, кто бы мог вообще что-то озвучить. На маломальски каком-то там языке, на приличном. Ну, я имею в виду, понятно, массам. У Рогозина, конечно, он сильно изменился и далеко не в лучшую сторону, к сожалению. Но я думаю, что среди прочей вот этой серой убогой массы он еще на их фоне как-то смотрится, поэтому они дают ему слово. Другого мне объяснения нет. Ну, конечно, он сам себя абсолютно компрометирует. Уже безвозвратно, уже, так сказать, восстановить ничего невозможно. Вот сам, так сказать, решил. Такой это выбор его, Дмитрия Олеговича. Он таким путем решил пойти. Все, что могу сказать. У них там вообще с трибунами очень плохо. Ну, вы же видели заплетающегося с точки зрения понятий, слов, запятых, причастных оборотов министра по чрезвычайным ситуациям, который выступал в Думе так, что никто не понял вообще, о чем он говорит. То есть, если у него там в голове такой сумбур, как он будет министерством руководить, ну, Путина это не волнует. У нас же там через одного Златоуста. Вспомните там Фродкову, вспомните там, кто насчет там был такие смешные фигуры. Но были еще смешные фигуры. Там очень тихий был этот, даже я уж не могу вспомнить фамилию, премьер из старшего поколения из Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Ну, сейчас, наверное, вспомню, буду говорить. То есть там, в общем-то, безликий народ, который не способен никакой публичности. На этом фоне Дмитрий Олегович Рогозин смотрится там практически титаном у них. Наверное, это главная, так сказать, причина. А почему он в военной форме на Донбассе? Нам же говорили, что он будет Крымский федеральный округ возглавлять и будет там чуть ли не самым главным в новых территориях. Пока он решится его возглавлять, или пока его решится назначить, уже ни округа не будет, ни Крыма, никаких других оккупированных территорий. Аннушка уже разлила масло, похоже, как говорил Булгаков, писал Булгаков в своем романе. Кто там чего кого будет назначать, Аннушка уже разлила масло, уже все пошло к контрнаступлению, деоккупации. Так что они уже не успеют. Путин ударит ядерным оружием, если речь пойдет, а она заходит, о Крыме? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Он будет надеяться на чудо, бросать в топку войны новые порции пушечного мяса, проводить дополнительные
мобилизации. Я думаю, что он не готов к применению ядерного оружия, поскольку это означает его немедленную гибель. А он все-таки как-то надеется еще и выскочить из этого угла, и я по-другому не могу иначе истолковать его вот эти мобилизации, могилизации и вот эти отводы войск. То есть что-то он не похож на самоубийцу. Вот самоубийца все-таки по-другому себя ведет. А Путин хочет жить, выжить, сделал так, чтобы терпение Запада, терпение украинского народа истощилось, чтобы он смог что-то отыграть, включает в бой свои все эти последние резервы, ресурсы, чтобы заставить Украину там, или кого-то еще сесть за стол переговоров, чтобы как-то разрушить вот эту стену отчуждения, разрушить международную изоляцию, глухую, в которой он оказался. На самоубийцу он точно не похож, потому что применение ядерного оружия будет означать превращение его в самую желанную мишень для большого числа государств, организаций, людей и так далее. Он это понимает. И в такой ситуации, когда у тебя на лбу нарисована мишень номер один, выжить очень сложно. Скажите, как вы думаете, почему Путин, понятно, не поехал и даже онлайн не включится на G20? А что ему там сказать-то? Ему сказать нечего. G20 вообще-то это не про Путина. И не про нынешнюю Россию, к сожалению. Потому что G20 это про развитие мира. Про какие-то общие мировые проблемы, программы, про какие-то технологии, про какие-то задачи энергетики, и так далее. То есть совершенно понятно, что Путину сказать нечего. А так как он еще и агрессор, так как нарушитель мирового спокойствия, конечно, ему там сказать, его встретит там ледяное презрение Путина. Вы же извините, я вот так по-простому скажу, по-путински, по-лавровски. Общее фотографирование не будет, потому что всем западло стоять рядом с Лавровым. Даже Лавровым. Вот поэтому Путину там и нечего делать. Да и он будет подвергнут обструкции, почувствует вот это вот унижение, почувствует к нему отношение. Поэтому он решил все проигнорировать. Вообще, думаю, надо ставить вопрос об исключении России из двадцатки, поскольку, по крайней мере, при остановлении членства до того, как там сменится в России власть, и будет выстроена нормальная цивилизованная страна. Только тогда Россию можно в двадцатку возвращать, но не раньше. А сейчас я не вижу никакого смысла держать Россию в качестве полноценного, полноправного члена двадцатки. Мне кажется, вот так. Геннадий Владимирович, еще одно событие. Понятно, что наши взоры все прикованы к Бали, да, к Индонезии. Но еще одно событие мирового уровня будет происходить в Катаре. Чемпионат мира по футболу, который уже многие, в многих западных изданиях призывают бойкотировать. Команда из США, кстати, приехала уже в Катар на чемпионат мира по футболу. Как вы думаете, на ваш взгляд, что означают вот эти нападки на Катар и в контексте глобальных мировых потрясений ожидать в Катаре, скажем так, неприятных сюрпризов во время проведения Мундиаля? Я думаю, что вот сейчас тема диктатур, авторитарных режимов, она становится токсичной. И сами режимы становятся все более и более токсичными. И вот то, что там, и те, кто их поощряет, становятся токсичными. Поэтому я думаю, что вот эта тема прав человека, реальных прав и свобод, она становится ключевой, доминирующей в мире. И это правильно, кстати говоря. Поэтому мы прекрасно понимаем, что там участие арабских стран есть очень серьезные проблемы, так мягко говоря, серьезные проблемы с правами человека даже на жизнь. Я там уж не говорю про права женщины, про порабощенное положение женщины во многих странах. Мы с вами знаем, что в Иране женщины как испытывают, что они чувствуют. Они там пошли в бой, устроили мятеж по большому счету. Очень практически во многих странах арабского мира в таком же положении находится женщина, и не только она. Поэтому я думаю, что проблема там есть. Она как раз связана с тем, что если мы говорим о мировых первенствах, а что такое футбол, чемпионат мира? Это событие, приравненное по своей массовости, по зрительности
или как там сказать, ну да, приравниваются к Олимпиаде. Раз в 4 года. Спорт номер один. Спорт, который смотрят миллиарды в мире, подчеркиваю, не миллионы, не сотни миллионов, миллиарды. И, конечно, внимание огромное. Отдавать этот вид спорта, который выступает инструментом дружбы, сотрудничества, взаимопонимания народов, взаимопроникновения культуры и так далее и тому подобное, отдавать странам, которые, ну, как бы, так сказать, мягко выражаясь, не лидируют в вопросах прав и свобод человека, и точно там совершенно есть другие вещи, связанные там с развязыванием каких-то конфликтов и прочее, прочее. Мы знаем, там часть конфликтов развязывается извне. Поэтому я думаю, что это всеобщая реакция, она будет и дальше такая. Я думаю, сейчас мир будет все больше и больше делиться жестко на диктатуру и демократию, потому что, ну вот, Путин показывает, что диктатура и авторитарный режим настолько опасны, что если вовремя не принять меры, они могут уничтожить мир. Поэтому я думаю, что эта тема будет нарастать, понимание и необходимость решения, понимание этого риска и необходимость решить эту проблему на мировом уровне будет все значимее и значимее с каждым годом. Наверное, это отражение вот этого процесса мы сейчас видим на чемпионате, грядущем чемпионате мира в Катаре. Ну, англичане говорят Катар, французы говорят Катар. Там, ну, в общем, кто как говорит, но ударение мне удобнее словить на Катар, хотя вроде говорят, что правильно говорить Катар. Геннадий Владимирович, закончить нашу беседу я тоже хочу с примером футбольной темы. Во Львове сыграла команда «Заря Луганск» и «Шахтер Донецк». Сыграли в ничью, боевую, 2-2. На табло были арбузы. Рефери украинские, которые судили этот матч, выходили с арбузами. Так праздновали возвращение Херсона, освобождение Херсона. И вы знаете, сразу понятно, у всех есть определенная надежда, что и Луганск, и Донецк тоже скоро Украине удастся вернуть. У вас такие надежды есть? Саша, я вам больше скажу, что если Украина, и когда Украина, вернее, не если, а когда Украина начнет развиваться, начнет показывать прекрасные примеры строительства серьезной такой процветающей страны, да еще половина областей соседних попросит, скажет, ребята, возьмите нас к себе, мы не хотим ничего иметь с этой там путинской или постпутинской Россией, если она, не дай бог, не будет ни свободной, ни демократической. Ну, это совершенно очевидно. И так оно может и произойти, потому что я все время говорю, ребята, а как повезло этой самой Аляске? Вот не будь этого решения, да, и Аляска могла быть в составе Чукотки, такой же, на таком положении, как Чукотка. А так является самым богатым штатом, одним из самых богатых в Соединенных Штатах Америки. Народ там живет счастливый и зажиточный, и, как говорится, в ус не дует. Или там, как повезло там еще кому-то, ну, например, какую-то часть территории, которую там Финляндия получила, финны живут там 6-7 раз лучше. Ну, я, конечно, понимаю, что это такая горькая шутка, но вот потому что, ну, если мы не умеем развиваться, мы не топчемся на месте, мы там держим эту русскую власть, которая уничтожает страну и будущее ее жителей. Но пусть хоть кто-то, может быть, кому-то повезет больше. Поэтому еще неизвестно, кто куда попросится. Еще, может быть, Орловская, Белгородская, Ростовская и далее область придут и скажут, ребята, возьмите нас к себе вместе там с частью белорусов. Ну, посмотрим, как будут развиваться мировые исторические события. То, что мы с вами на историческом переломе, и то, что Украина является сегодня одним из главных драйверов этого исторического перелома, драйвер — это человек, который ведет куда-то, да, водитель, то это совершенно очевидно. И я думаю, что у украинского народа есть, несмотря на все сложности, трудности, есть хорошее будущее, оно скоро начнет реализовываться. Да, будем надеяться, что начнет. Геннадий Владимирович, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо, взаимно. Друзья, берегите себя и увидимся обязательно в новых видео. До скорого.